Дело исчезнувшего Лейкера. У нескольких крупных лондонских банков и страховых контор Хьюитт состоял чем-то вроде постоянного советника по сыскным делам. К нему обращались всякий раз, когда возникали подозрения в мошенничестве, подлоге, краже или каком-нибудь ином неприятном происшествии, способном ударить по репутации солидной фирмы. В обычных случаях он давал советы, указывал меры предосторожности, разбирал документы и подсказывал направление розыска. Но дела более важные, запутанные и опасные передавались ему уже целиком, с отдельным поручением и полной свободой действий. Одной из таких организаций было Общество всеобщих гарантий, страховая компания с весьма серьезной репутацией, которая, между прочим, страховала работодателей от нечестности секретарей, приказчиков, клерков и кассиров. Когда какой-нибудь служащий, за которого общество поручилось перед работодателем, исчезал вместе с кассой, директорам было важно не только как можно скорее схватить виновного, но и вернуть добычу до того, как значительная ее часть растворится в карманах сообщников и горных домах или заграничных гостиницах. Чем больше удавалось спасти, тем меньше становились выплаты из фондов общества. Поэтому в подобных делах Хьюитт иногда участвовал не только как советник, но и как человек, лично идущий по следу денег и того, кто их унес. В одно утро, придя в свою контору немного позже обычного, Хьюитт нашел срочное сообщение от Общества всеобщих гарантий, в котором его просили немедленно заняться ограблением, совершенным накануне. Некоторое представление о происшествии он уже успел получить из утренней газеты, где, между прочими новостями, была напечатана короткая заметка, составленная сухо, но достаточно тревожно. Крупное банковское ограбление. В течение вчерашнего дня служащий известной банкирской фирмы Лидл исчез, имея при себе значительную сумму денег, принадлежавшую его работодателям. По имеющимся сведениям, речь идет о сумме свыше 15 тысяч фунтов, которую служащий должен был собрать утром в разных банках и торговых учреждениях, исполняя обязанности разъездного банковского клерка. Однако в обычное время он в контору не вернулся, а значительная часть полученных им банкнот была обменена в Банке Англии еще до того, как возникло подозрение. Как нам стало известно, дело передано детектив-инспектору Пламеру из Скотланд-Ярда. Из сообщения Общества всеобщих гарантий следовало, что исчезнувшего клерка звали Чарльз Уильям Лейкер и что общество, как было принято, выдало за него гарантию на случай злоупотребления доверием. Именно поэтому присутствие Хьюитта требовалось без промедления, чтобы немедленно принять меры к розыску Лейкера и попытаться вернуть хотя бы ту часть похищенного, которую еще можно было спасти. Кэб быстро доставил Хьюитта на Триднидл-стрит за каких-нибудь 15 минут, и уже через несколько минут управляющий общества, мистер Листер, излагал ему главные обстоятельства дела. На первый взгляд дело кажется простым. Мистер Хьюитт, хотя сумма, конечно, огромная, Чарльзу Уильяму Лейкеру 25 лет, и у семьи Лидл он служил больше 7 лет, фактически с той самой поры, как окончил школу. До вчерашнего дня на его поведение не поступало ни одной серьезной жалобы. Его считали аккуратным, спокойным и вполне надежным молодым человеком. Расскажите мне точно, в чем состояли его обязанности, мистер Листер, особенно вчера утром, потому что в подобных делах истину часто выдает не громкий поступок, а едва заметный сбой в привычном порядке. Он был так называемым разъездным клерком. Каждое утро примерно в половине 11-го он начинал свой обход, посещая банки и финансовые конторы, с которыми у фирмы были постоянные расчеты. Среди этих учреждений были крупные банки, где операции проводились ежедневно, а также несколько небольших частных банкирских домов и торговых фирм, выступавших финансовыми агентами. Там, где это требовалось, Лейкер предъявлял финансовые документы и прочие бумаги, получал по ним наличные деньги и продолжал путь дальше, пока весь утренний круг не был завершен. Лейкер носил при себе особую кожаную сумку, надежно прикрепленную к телу цепочкой, и в этой сумке находились как финансовые документы, так и полученные по ним деньги. Обычно к концу обхода, когда все векселя уже превращались в наличность, в этой сумке лежали весьма крупные суммы, и потому ответственность разъездного клерка была куда серьезнее, чем могло показаться постороннему человеку. Вчера он вышел в обычное время. Он вышел почти в обычное время, возможно, даже немного раньше обычного. При нем находились бумаги на сумму значительно больше 15 тысяч фунтов. Уже установлено, что он посетил все учреждения по своему маршруту и в последнем банке завершил расчеты примерно в четверть второго, после чего при нем, без сомнения, были деньги на всю сумму предъявленных бумаг. А затем
По вчерашним сведениям, после этого он словно исчез, но сегодня утром поступило сообщение, будто его след вывел за пределы Англии, по крайней мере до Кале. Кале, значит уже французский берег. Если это верно, времени у нас меньше, чем хотелось бы. Именно поэтому директора общества желают, чтобы вы занялись делом лично и немедленно, прежде всего ради возвращения похищенного, насколько это еще возможно. Разумеется, нам важно найти и самого Лейкера. Для гарантийного общества поимка настоящего виновника имеет не только денежное, но и нравственное значение. Такой пример иногда стоит многих предупредительных мер. Не теряя времен, и Хьюитт, и мистер Листер отправились в банк господ Лидл, чтобы начать расследование с того места, где еще вчера утром все казалось совершенно обычным. Контора банка находилась совсем близко, на Лиденхолл-стрит, и вскоре оба прошли через вход, где строгая деловая тишина казалась особенно холодной после известия о такой дерзкой краже. Когда они направлялись к частным комнатам фирмы, Хьюитт заметил в наружной приемной двух женщин. Одна из них, старшая, была в траурном платье женщины, потерявшей мужа, и сидела у маленького письменного стола, склонив голову на руку. Ее лица не было видно, но вся ее согнутая фигура, неподвижные плечи и тихие сдержанные всхлипы говорили о горе, которое уже не ищет слов и не ждет утешения. Рядом стояла молодая женщина лет 22 или 23, в густой черной вуале, из-под которой едва различались только правильные черты и бледное, измученное лицо. Она положила руку на плечо старшей женщины, словно стараясь удержать ее от полного отчаяния, но когда Хьюитт и мистер Листер вошли, быстро отвернула голову в сторону. Тихо, почти не двигая губами. Родные Лейкера. Так полагаю, мистер Хьюитт, вероятно, мать и невеста, их присутствие здесь говорит яснее всяких газетных строк. Для них это дело уже не просто кража. Хьюитт ничего не ответил, но взгляд его на мгновение задержался на двух женщинах, и в этом коротком взгляде не было ни поспешного подозрения, ни холодного любопытства. Он видел перед собой не только след крупного хищения, не только исчезнувшего клерка и 15 тысяч фунтов, но и человеческую сторону дела, ту самую, которая почти всегда прячется за банковскими дверями и сухими газетными статьями. Мистер Нил, один из партнеров фирмы, принял Хьюитта и мистера Листера в своем кабинете, где все, от тяжелого письменного стола до приглушенного света, будто подчеркивало серьезность случившегося. Доброе утро, мистер Хьюитт, рад вашему приезду, хотя повод у нас, как вы понимаете, самый тяжелый, это дело серьезное, чрезвычайно серьезное. Должен признаться, я почти больше жалею самого Лейкера, чем кого-либо еще, включая нас самих, хотя, пожалуй, правильнее будет сказать, что больше всего мне жаль его мать. Она сейчас ожидает мистера Лидла, он должен приехать с минуты на минуту, а семью Лейкера мистер Лидл знает уже очень давно. С ней и мисс Шоу, бедная девушка, кажется, она гувернантка или что-то в этом роде, и насколько мне известно, они с Лейкером были помолвлены. Все это крайне печально, мистер Хьюитт, крайне печально потому, что за банковскими цифрами здесь стоит несчастье, которое уже нельзя записать ни в один счет. Насколько я понимаю, инспектор Пламер уже ведет это дело от имени полиции. Да, совершенно верно. Более того, он сейчас находится здесь и просматривает содержимое стола Лейкера, бумаги, ящики и все, что может иметь отношение к делу. Инспектор считает возможным, что Лейкер действовал не один и что у него могли быть сообщники, хотя пока, насколько я понимаю, это лишь предположение, желаете увидеться с ним сейчас. Чуть позже, мистер Нил, инспектор Пламер и я старые знакомые. Если не ошибаюсь, в последний раз мы встречались несколько месяцев назад по делу Камеи Стэнуэя. Но прежде мне хотелось бы уточнить несколько вещей у вас. Когда именно Лейкер стал разъездным клерком? Всего около 4 месяцев назад, хотя вообще в нашей фирме он служил 7 лет, его перевели на эту должность вскоре после начала года. Вы знаете что-нибудь о его привычках, мистер Нил? Чем он занимался в свободное время? С кем виделся? Куда ходил после службы? Не так уж много. Он, кажется, увлекался греблей, хотя до меня доходили слухи, что у него были еще одна или две более дорогие привычки. Дорогие, разумеется, для молодого человека его положения, я не утверждаю ничего определенного, но такие намеки, признаюсь, слышал. Мистер Нил произнес это с важным взмахом руки, который, по-видимому, был его любимым жестом. Он был плотным пожилым джентльменом, и этот жест удивительно подходил к его солидной фигуре. Правильно ли я понимаю, что прежде у вас не было никаких оснований подозревать Лейкера в нечестности?
О нет, ничего подобного. Однажды он, кажется, сделал неправильный отчет, и ошибка довольно долго оставалась незамеченной. Но потом выяснилось, что это была всего лишь канцелярская описка, самая простая служебная ошибка, не более того. А о его знакомых, вне конторы, вам что-нибудь известно? Нет, откуда же мне это знать, мистер Хьюитт, но насколько я понимаю, инспектор Пламмер уже расспрашивал об этом других клерков. Впрочем, кажется, вот и он, заходите, мистер Пламмер. Это действительно был Пламмер. Он постучал в дверь и вошел сразу после приглашения мистера Нила. Инспектор был человеком среднего роста, с маленькими внимательными глазами и лицом, по которому трудно было понять, что именно он думает. В полиции он еще не успел приобрести громкой известности, но те, кто помнил дело Камеи Стэнуэя, уже знали, что за его внешней невозмутимостью скрывается цепкий и терпеливый сыщик. Пламмер держал в одной руке котелок, а в другой несколько бумаг. Он поздоровался с Хьюиттом, положил шляпу на стул и разложил бумаги на столе. «Доброе утро, мистер Хьюитт, рад видеть вас снова, хотя, как обычно, обстоятельства нашей встречи не слишком располагают к приятной беседе. Особенно многого здесь нет, но одно ясно уже сейчас, Лейкер делал ставки и, судя по этим бумагам, занимался этим не случайно и не впервые». Пламмер вынул из своей пачки несколько писем, разложил их перед собой и коротким движением указал на одно, потом на другое, словно показывал не бумаги, а следы на влажной земле. Вот здесь, здесь и здесь 2 письма от букмекера о расчетах. Странно, что он вообще доверял банковскому клерку, но, видно, доверял. Дальше несколько телеграмм от людей, присылавших советы по скачкам, а вот письмо от какого-то приятеля, подписанное одними инициалами. Этот приятель просит Лейкера поставить за него суверен на лошадь, вместе с его собственной ставкой, и я, пожалуй, оставлю эти бумаги у себя. Возможно, будет полезно увидеться с этим другом, если мы сумеем его найти, потому что такие приятели нередко знают о человеке больше, чем его начальство. Ах, мистер Хьюитт, как часто все в конце концов упирается в ставки, не правда ли? Карточный стол, ипподром, долги и первая удобная касса под рукой. Пока, однако, из Франции никаких новостей еще нет. Вы уверены, что он отправился именно туда? Расскажу, что нам удалось сделать к настоящему времени. Сперва, конечно, я обошел все банки, где он должен был появиться по служебному маршруту. Там почти ничего не нашлось, кассиры знали его в лицо, один даже был с ним в приятельских отношениях, но никто не заметил ничего особенно странного. Он приходил как обычно, не говорил ничего примечательного, предъявлял бумаги в установленном порядке, получал деньги и закончил обход в Восточном объединенном банке примерно в 1:45. До этой минуты, насколько можно судить, все шло совершенно обыкновенно, и если он уже тогда задумал побег, то держался он, надо признать, довольно хладнокровно. Тем временем я отправил 2 или 3 людей наводить справки на железнодорожных станциях и в прочих местах, где беглец мог оставить след. Я едва успел выйти из Восточного объединенного банка, как один из них догнал меня с новостью, причем нашел он ее там, где мы меньше всего ожидали. Где именно? В туристической конторе Палмера, место, казалось бы, маловероятное для такого события, но именно там он и напал на след. Лейкер действительно был там. Не только был, он купил туристический билет во Францию. И надо сказать, ход этот был в своем роде довольно ловким. Понимаете, такой билет давал человеку значительную свободу, он мог выбрать один из нескольких маршрутов, прервать поездку почти где угодно и потом продолжить путь иначе. С таким билетом и несколькими часами преимущества беглец мог свернуть на какую-нибудь глухую боковую линию, затем купить новый билет в стороне от обычного пути. А мы в это время аккуратно проверяли бы один вероятный маршрут за другим, расспрашивали служащих, сверяли расписание и теряли драгоценные часы. Для новичка ход совсем неплохой, но он все же допустил одну грубую ошибку, а новички, как известно, почти всегда ошибаются, впрочем, старики тоже ошибаются чаще, чем думают. Он оказался настолько неосторожен, что назвал свое настоящее имя Чарльз Лейкер, хотя, по правде говоря, описание все равно было бы достаточно точным. Он явился туда с той самой сумкой, почти в том же виде, в каком вышел из Восточного объединенного банка, и, между прочим, отправился в контору Палмера сразу после этого. Скорее всего, он взял кэб, судя по времени, из банка он вышел в 1:45, а у Палмера был уже через 10 минут. Служащий в конторе хорошо запомнил время, потому что торопился уйти на обед и все поглядывал на часы, ожидая сменщика. Багаж при нем был?
Судя по всему, почти никакого. Мы тщательно расспрашивали на станциях и просили носильщиков вспомнить пассажиров, которым они помогали с вещами. Но никто, кажется, с нашим человеком дела не имел, и это в сущности было ожидаемо. Он должен был взять с собой как можно меньше, а все необходимое купить уже по дороге или после того, как доберется до безопасного укрытия. Разумеется, я немедленно отправил телеграмму в Кале, поскольку билет был по маршруту Дувр-Кале, и послал 2 толковых людей вечерней почтой из Чаринг-Кросс. Думаю, в течение дня мы получим от них известие. Сам я вынужден оставаться в Лондоне из-за одного события, которого ожидают в главном управлении. Иначе, мистер Хьюитт, я бы уже был по ту сторону пролива. Значит, к настоящему времени это все, что установлено точно, или у вас есть еще какое-нибудь направление? Из того, что можно считать совершенно установленным, да, пока все. На губах Пламера появилась легкая улыбка, почти незаметная, но достаточно выразительная для человека, привыкшего скрывать свои мысли даже от коллег. А что касается дальнейших действий, что ж, посмотрим, у меня есть на уме 1 или 2 вещи. Хьюитт тоже слегка улыбнулся. Он сразу узнал эту осторожную профессиональную ревность, с которой сыщики охраняют не только факты, но и собственные догадки. Очень хорошо. Тогда я немедленно сделаю несколько справок самостоятельно. Мистер Нил, возможно, вы позволите одному из ваших клерков показать мне банки, в которых Лейкер был вчера, именно в том порядке, в каком он их обходил. Думаю, мне лучше начать с самого начала. Мистер Нил заверил, что все служащие и все материалы банка находятся в полном распоряжении Хьюитта, и на этом короткое совещание закончилось. Когда Хьюитт вместе с клерком проходил через комнаты, отделявшие кабинет мистера Нила от общей конторы, ему показалось, что он увидел 2 женщин в черных вуалях. Они как раз выходили через боковую дверь, тихо и поспешно, будто сама атмосфера банка стала для них невыносимой. Первый банк находился совсем близко от конторы Лидл, и Хьюитт начал именно с него, не пропуская ни одного звена привычного маршрута. Кассир, имевший дело с Лейкером накануне, не запомнил в их встрече ничего особенного. Утром к нам приходит множество разъездных клерков, сэр, так бывает каждый день, и я, признаться, обращаю внимание прежде всего на бумаги, а не на лица. О его визите я могу сказать определенно только то, что записано цифрами в книгах, все остальное было совершенно обычным. Его имени я даже не знал до тех пор, пока вчера днем инспектор Пламер не пришел с расспросами и не назвал его сам. Но внешне вы его все-таки помните. Да, в общих чертах молодой человек с каштановыми усами, лицо обыкновенное, довольно правильное, без чего-нибудь такого, что сразу бросалось бы в глаза. Одет он был как большинство банковских клерков. Высокий цилиндр, черный сюртук с расходящимися полами и все остальное в том же строгом деловом виде. Описание полностью совпадало с фотографией, которую Хьюитт одолжил в банке, и потому в личности посетителя не оставалось никакого сомнения. Серии выданных банкнот уже были переданы инспектору Пламеру, и Хьюитт не стал тратить время на то, что полиция успела сделать раньше него. Следующий банк находился на Корнхилл, и здесь кассир оказался, если не близким приятелем Лейкера, то по крайней мере человеком, который знал его лучше остальных. Поэтому он запомнил немного больше, хотя и начал с того, что поведение Лейкера ничем не отличалось от обычного. Нет, сэр, я бы не сказал, что он был рассеян, взволнован или чем-то озабочен. Напротив, держался он совершенно как всегда. Мы перекинулись несколькими словами, кажется, о воскресной прогулке по реке. Потом он забрал все, что следовало, и ушел обычным образом. Постарайтесь вспомнить все, что он сказал, даже самое незначительное. Мне хотелось бы знать точно, что он делал и говорил до мельчайшей подробности. Ну что ж, он увидел меня издали. Я стоял там, за одним из столов, поднял руку и поздоровался, как обычно. Я подошел к стойке, взял его бумаги и занялся ими в обычном порядке. Ничего необычного в самих документах, насколько помню, не было. На стойке у него лежал новый зонтик, довольно красивый, и я заметил это, потому что ручка у зонтика была совсем не из дешевых. Я сказал ему что-то насчет ручки, и он поднял зонтик, чтобы показать мне поближе. Он
объяснил, что это подарок от приятеля. Ручка была из корня дрока с 2 серебряными кольцами, и на одном были его инициалы Чарльз Уильям Лейкер. Я сказал, что ручка очень хороша, а потом спросил, была ли в воскресенье хорошая погода в его краях. Он ответил, что ездил вверх по реке, и там погода была прекрасная. Вот, кажется, и все, больше ничего особенного не помню. Благодарю вас. Теперь об этом зонтике. Он был свернут или нет? И можете ли вы описать его как можно подробнее? О ручке я уже сказал, а остальное, по-моему, было вполне обыкновенным. Зонтик не был свернут туго, скорее свободно болтался, как это часто бывает. Но сама ручка действительно была необычной формы. Если хотите, я попробую набросать ее по памяти, насколько смогу. Кассир взял карандаш и сделал грубый, но достаточно понятный набросок, на котором виднелась изогнутая ручка с одним серебряным кольцом у самого конца. Другое кольцо находилось на несколько дюймов ниже, именно на нем. По словам кассира, были выгравированы инициалы Лейкера. Хьюитт внимательно посмотрел на рисунок, сложил его и убрал в карман, не задавая больше вопросов, словно этот маленький предмет уже занял свое место в общей цепи. Вы мне очень помогли, добрый день. В следующем банке история повторилась почти так же, как в первом. Там не помнили ничего, кроме обычного порядка, записей, предъявленных бумаг и выданных денег. Хьюитт и сопровождавший его клерк свернули в узкий мощеный двор, прошли через него и вышли на Ломбард-стрит, где должен был находиться следующий пункт маршрута. Банк Буллер, Клейтон, Летц и компания стоял как раз у угла в конце двора, и его внушительный каменный вход в тот день становился еще внушительнее. Рабочие расширяли парадное крыльцо, и проход был почти перегорожен лестницами, строительными лесами и длинными шестами, среди которых посетителям приходилось протискиваться с осторожностью. Но и здесь Хьюитт услышал только прежний рассказ, сухой и ничем не примечательный. Лейкер пришел, предъявил бумаги, получил деньги и ушел. Так они прошли весь маршрут, шаг за шагом, банк за банком, и повсюду повторялось одно и то же. Кассиры знали Лейкера только в лицо, да и то не всегда отчетливо, потому что визиты разъездных клерков были делом ежедневным и почти механическим. На самих клерков обращали мало внимания, их чаще называли не по имени, а по названию фирмы, которую они представляли. Насколько кассиры могли припомнить, Лейкер вел себя как обычно, и когда позади остался Восточный объединенный банк, нового у Хьюитта было только одно обстоятельство. Это был разговор о новом зонтике, слишком малый, казалось бы, след для расследования, в котором исчез человек и пропали огромные деньги. Хьюитт уже простился с клерком мистера Нила и собирался сесть в кэб, когда заметил неподалеку женщину в траурном платье и черной вуале, которая явно старалась держаться в стороне, но не выпускала его из виду. Она подняла руку, останавливая другой кэб, и по фигуре Хьюитт сразу узнал одну из тех двух женщин, которых видел в приемной банка. Быстро в туристическую контору Палмера, но наблюдайте за тем кэбом позади и скажите мне через некоторое время, следует ли он за нами. Кучер тронул лошадь, экипаж покатил вперед, и после нескольких поворотов сверху над головой Хьюитта приоткрылась крышка. Тот кэб, сэр, едет за нами. Держится примерно на одном расстоянии и, похоже, вовсе не собирается сворачивать. Хорошо, именно это я и хотел узнать, теперь прямо к Палмеру. В туристической конторе Палмера служащий, который накануне выдавал билет Лейкеру, хорошо помнил посетителя и довольно уверенно описал его. Он помнил и кожаную сумку, пристегнутую к телу, а подумав немного, сказал, что, кажется, помнит и зонтик. Почти наверняка помнит. Записи имени у меня нет, сэр, потому что при такой покупке имен обычно не спрашивают, но я отлично помню, что он назвался Лейкером. Вид у него был торопливый, и, кажется, он не знал обычного порядка, потому что попросил билет и назвал имя почти на одном дыхании. Вероятно, он просто решил, что имя обязательно потребуется, хотя для такого билета это, собственно, было не нужно. Он был очень взволнован. Скорее торопился, сэр, но не скажу, чтобы он терял голову. Он говорил быстро, расплатился, взял билет и ушел без лишних слов. Хьюитт вышел из конторы и вернулся к своему кэбу, будто получил ровно то подтверждение, которое ожидал, но не больше того. Кэб снова двинулся, теперь уже к Чаринг-Кросс, и через некоторое время кучер опять приоткрыл верхнюю крышку. Та самая леди все еще за нами. Сэр, ее кэб ждал, пока вы были у Палмера, а теперь снова держится следом. Очень хорошо, продолжайте к Чаринг-Кросс.
У Чаринг-Кросс Хьюитт отпустил кэб и, не оглядываясь без нужды, пошел прямо в бюро потерянных вещей. Служащий, заведовавший этим местом, знал его очень хорошо, потому что дела не раз приводили Хьюитта сюда прежде. Добрый день, мистер Хьюитт. Снова какое-нибудь забытое пальто, саквояж или зонтик, который оказался важнее, чем думал его владелец. Возможно, именно зонтик, и на этот раз он действительно может оказаться важнее, чем кажется. Полагаю, вчера на станции был потерян зонтик, новый, шелковый, с изогнутой ручкой из корня дрока и 2 серебряными кольцами. Хьюитт достал из кармана сделанный кассиром набросок и положил его перед служащим бюро потерянных вещей. Ручка должна быть примерно такой формы, а на нижнем серебряном кольце была монограмма, 3 буквы, Чарльз Уильям Лейкер. Такой зонтик сюда не приносили. Вчера приносили 2 или 3 зонтика, сэр. Сейчас посмотрим. Служащий взял набросок, отошел в угол комнаты, где хранились найденные вещи, и некоторое время перебирал зонтики, трости и прочие забытые мелочи. Да, кажется, вот он, разве не этот? Вы хотите заявить на него право? Не совсем так, но я хотел бы взглянуть на него поближе, если вы позволите. Хьюитт взял зонтик в руки и сразу отметил, что тот аккуратно свернут, куда аккуратнее, чем описывал кассир с Корнхилл. Кстати, вижу, он свернут, его нашли именно в таком виде. Нет, сэр, это его свернул парень, который его нашел. Носильщик, у него такая странность, любит сворачивать зонтики плотно и аккуратно. Он этим даже гордится, иногда смотрит так, будто готов отнять у человека зонтик и сам свернуть его, если тот сделал это неловко. Чудак, правда? Да, у каждого человека есть своя маленькая странность, и иногда именно такие странности оказываются полезнее больших объяснений. Где именно был найден этот зонтик? Недалеко отсюда. Да, сэр, прямо там, почти напротив этого окна, в маленьком углу у стены. Около 2 часов? Примерно так, сэр, около того времени. Может, чуть раньше или чуть позже. Хьюитт взял зонтик, расстегнул ремешок и осторожно встряхнул шелк, позволяя складкам свободно расправиться. Затем он раскрыл его, и в тот же миг изнутри выпал маленький клочок бумаги. Хьюитт бросился на него с быстротой молнии, так стремительно, что служащий даже не успел заметить, как бумажка исчезла в его руке. После этого он внимательно осмотрел зонтик со всех сторон, заглянул внутрь, проверил ткань, спицы, ручку, серебряные кольца и только тогда вернул его служащему. Этого достаточно. Благодарю вас. Я хотел лишь взглянуть на него. Небольшая подробность из одного моего маленького наблюдения. Всего доброго. Он повернулся к выходу и вдруг увидел в дверях позади себя лицо женщины, которая следовала за ним в кэбы. Вуаль была приподнята, и Хьюитт успел заметить лишь один короткий взгляд, испуганный, почти отчаянный, прежде чем лицо тут же исчезло. Он задержался на месте на несколько мгновений, словно рассматривая вывеску или вспоминая дорогу, но на самом деле давал женщине время отступить. Затем Хьюитт вышел со станции и направился к своей конторе, которая находилась совсем недалеко. Не прошел он и 30 ярдов по Стрэнду, как навстречу ему попался инспектор Пламмер. Я собираюсь провести куда более тщательные расспросы по всей линии до самого Дувра. Искале телеграфирует, что пока у них нет никакого следа, и я хочу убедиться, насколько это возможно, что Лейкер не сошел где-нибудь между Лондоном и Дувром. Он мог спокойно сойти на промежуточной станции, свернуть совсем в другую сторону, и если это так, французский след окажется всего лишь ловкой приманкой. Но есть еще одна весьма странная подробность. Пламмер слегка понизил голос и посмотрел на Хьюитта с тем видом, с каким полицейский делится сведением, которое не желает произносить слишком громко. Вы видели 2 женщин, которые ждали встречи с кем-то из фирмы Лиддл? Да, мне сказали, что это мать Лейкера и его невеста. Верно. Так вот, знаете ли вы, что эта девушка мисс Шоу следит за мной с тех самых пор, как я вышел из банка? Разумеется, я заметил это с самого начала. Любители никогда не умеют следить по-настоящему. Они слишком стараются выглядеть случайными прохожими. Сейчас она стоит за моей спиной, у дверей ювелирной лавки и делает вид, будто рассматривает вещи в витрине. Странно, согласитесь. Разумеется, такое обстоятельство нельзя оставлять без внимания. Но если вы очень осторожно взглянете к углу Вильер-стрит, не делая вида, что смотрите туда нарочно, то, возможно, заметите еще кое-что. Полагаю, там вы увидите признаки присутствия матери Лейкера, потому что она, в свою очередь, следит за мной.
Пламмер небрежно скосил взгляд в указанную сторону, задержал его всего на мгновение и тут же посмотрел в другую сторону, как человек, который ничего особенного не заметил. Любопытно. Вот это уже действительно любопытно. Да, весьма любопытно. Особенно если помнить, что обе женщины пришли в банк как убитые горем родственницы, а теперь ведут себя так, будто боятся каждого нашего шага. Или будто знают что-то такое, чего не хотят говорить. Возможно, инспектор, хотя иногда люди молчат не потому, что виновны, а потому, что пытаются спасти того, кого любят. На несколько секунд оба сыщика замолчали, и шум стренда, стук колес, разговоры прохожих и далекий гул улицы словно стали частью этой новой, неожиданной загадки. Исчезнувший клерк, деньги, туристический билет, забытый зонтик, клочок бумаги и две женщины в трауре теперь складывались в цепь, но пока ни одно звено не объясняло другого. Вижу ее, она как раз выглядывает из-за угла, и это, мистер Хьюитт, уже такое обстоятельство, которое нельзя просто отметить и забыть. Дом Лейкеров, разумеется, под наблюдением, мы поставили туда человека еще вчера, как только стало ясно, что дело принимает серьезный оборот. Но теперь я распоряжусь, чтобы следили и за домом мисс Шоу, надо только узнать, где она живет. Я позвоню в контору Лидла, там, вероятно, смогут сообщить ее адрес, особенно если она действительно была близка с Лейкером. И за самими женщинами тоже придется смотреть, потому что горе горем, а тайные прогулки за сыщиками редко бывают совершенно случайными. Если говорить откровенно, у меня с самого начала была мысль, что Лейкер мог действовать не один. И знаете, вполне возможно, что он отправил сообщника с туристическим билетом, чтобы заставить нас плясать за ним до самой Франции, пока сам устраивается где-нибудь совсем в другой стороне, а вы уже что-нибудь сделали. Ну что ж, я был здесь, на станции, и нашел зонтик Лейкера в бюро потерянных вещей. При этих словах Хьюитт едва заметно повторил ту самую скрытную улыбку, с какой Пламмер утром уклонился от прямого ответа о собственных дальнейших планах. Вот как, значит, зонтик действительно был оставлен здесь. В таком случае весьма вероятно, что он все-таки уехал, я приму это к сведению и, пожалуй, сам поговорю с человеком из бюро потерянных вещей. Пламмер направился к станции, а Хьюитт свернул к своей конторе, которая находилась поблизости. Он поднялся по лестнице и дошел до своей двери как раз в тот момент, когда я сам уже собирался уходить, разочарованный тем, что не застал его на месте. Я заглянул к нему с намерением пригласить его пообедать со мной в клубе, но едва увидел его лицо, понял, что обед сегодня едва ли состоится. Обедать не могу, Брэд. У меня на руках важное дело, и оно, кажется, начинает становиться любопытнее, чем выглядело утром. Он вошел в кабинет, положил шляпу на стол, вынул из кармана маленький клочок бумаги и протянул его мне с тем быстрым деловым движением, которое я хорошо знал. Посмотри сюда, Брэд. Ты ведь знаешь шрифты разных газет. Скажи мне, из какой это? Он передал мне небольшой обрывок бумаги. Это была часть вырезки с объявлением, причем вырезку разорвали пополам. На клочке виднелись только отдельные слова и обрезанные строчки, но сам шрифт, расположение букв и характер печати могли сказать опытному газетчику больше, чем казалось на первый взгляд. Я взял бумажку осторожно, потому что Хьюитт смотрел на нее так, будто этот ничтожный обрывок имел для следствия не меньшее значение, чем потерянный зонтик или билет во Францию. Я внимательно посмотрел на обрывок и некоторое время вертел его в руках, стараясь определить газету не по словам, а по бумаге, шрифту и самой посадке строк. Думаю, это из Daily Chronicle. Если судить по бумаге, объявление явно взято из отдела личных сообщений, из той самой колонки, где печатают странные просьбы, намеки и зашифрованные обращения. Но почти все газеты, кроме Times, используют для таких объявлений очень похожий шрифт, так что если бы обрывок не был разорван, я сказал бы сразу. У Chronicle колонки заметно уже и по целой вырезке, это можно было бы установить без всякого сомнения. Неважно, я распоряжусь принести все газеты. Он позвонил и отправил Киретто купить по экземпляру каждой утренней газеты за вчерашний день, а сам тем временем подошел к большому шкафу для одежды. Оттуда он достал приличный, но поношенный цилиндр, потертый и чуть загрубевший от долгого употребления, затем вынул пальто с блестящим воротником, тоже из тех вещей, которые уже утратили свежесть, но еще сохраняют пристойный вид. Он быстро сменил свою шляпу и пальто на эти вещи, потом вместо чистого белого галстука повязал старый, потускневший галстук, а ноги спрятал запачканные грязью гамаши. Закончив переодевание, он достал очень большой толстый карманный блокнот, перетянутый широкой резинкой, и повернулся ко мне уже совсем другим человеком.
Ну, как тебе это кажется, Брэд, сойдет для сборщика королевских налогов, санитарного инспектора, газовой службы или проверки водоснабжения? По-моему, вполне сойдет, даже слишком хорошо, но что это за дело? О, я расскажу тебе все, когда оно закончится, сейчас времени нет. В эту минуту вернулся Кирет с газетами, и Хьюит сразу взял их у него, но прежде чем углубиться в поиски, бросил еще одно распоряжение. Кстати, Кирет, я сейчас выйду через заднюю дверь, а ты подожди минут 10 или 15 после моего ухода. Потом перейди через дорогу и поговори с той дамой в черном, под вуалью, которая ждет в маленьком проходе напротив. Скажи ей, что мистер Мартин Хьюит передает свое почтение и советует не ждать дальше, потому что он уже вышел из конторы другой дверью и ушел некоторое время назад. Вот и все. Бедной женщине незачем стоять там целый день без всякой пользы. А теперь газеты. Посмотрим. Daily News, Стандарт, Телеграф, Chronicle. Да, вот оно, объявление действительно в Chronicle. Полное объявление, восстановленное по газете, выглядело еще страннее, чем тот маленький обрывок, который выпал из зонтика Лейкера. Йоб HR, лавка под наблюдением, ты первый, потом сегодня ночью, буква А, цифра 2, вторая сверху, третья налево, номер 197, красные шторы, настоящее имя, по одному. Я нахмурился, потому что даже на вид это было необычное объявление, а набор слов, чисел и условных знаков, составленный для человека, который заранее знает, как его читать, что это такое, криптограмма. Посмотрим. Он сказал это спокойно, почти рассеянно, но я видел, что мысли его уже ушли далеко вперед, к какому-то месту, человеку или предмету, который пока был скрыт от меня. Но сейчас я тебе ничего объяснять не стану. Брэд, узнаешь после, а пока иди обедать. Кирет, принесите мне справочник. Это было все, что я сам видел в этом деле своими глазами, а остальное я излагаю в правильном порядке уже со слов Хьюита, как мне приходилось делать и в некоторых других его расследованиях. Возобновим рассказ с той минуты, когда Хьюит исчез из моего поля зрения. Он вышел из конторы через черный ход и остановил первый свободный кэб, который проезжал мимо. До кладбища Эбни-Парк. Немногим больше, чем через 20 минут кэб уже сворачивал вниз по Эссекс-Роуд, направляясь к Сток-Ньюингтону, а еще спустя некоторое время Хьюит остановил его на Черч-стрит. Оттуда он пошел пешком, миновал одну улицу, потом другую и свернул туда, где дома стояли тише, просторнее и чуть дальше от общегородской суеты. Он внимательно рассматривал фасады, проходя мимо, но делал это так естественно, что всякий принял бы его за служащего, сверяющего сведения по своему большому блокноту. Напротив одного дома, стоявшего отдельно от соседних, он остановился и, делая вид, будто приводит в порядок записи, успел как следует рассмотреть все здание. Дом был больше, опрятнее и солиднее прочих, с небольшой аккуратной пристройкой для экипажа, которую можно было заметить через боковой въезд. На передних окнах висели красные шторы с тяжелыми кружевами, и за одной из них Хьюит уловил блеск массивной газовой люстры. Он быстро поднялся по ступеням и резко постучал в дверь, уже полностью войдя в роль человека, который пришел по служебной необходимости и не привык ждать. Мистер Мерстон. Дверь открыла аккуратная горничная, и Хьюит стоял перед ней с блокнотом в руке, шляпой на голове и видом мелкого чиновника, которому положено быть немного назойливым. Да. Прекрасно. Он вошел в прихожую и снял шляпу с такой уверенностью, будто уже имел полное право находиться в доме. Это всего лишь счетчик. У вас где-то идет заметная утечка газа, и я проверяю, правильно ли работают приборы, где он находится. Сейчас спрошу хозяина. Разумеется, я не собираюсь его уносить, только постучу разок-другой, послушаю, посмотрю, и все. Девушка отошла к задней части прихожей и, не спуская глаз с Мартина Хьюита, передала его слова кому-то невидимому в комнате позади. Оттуда послышался низкий раздраженный голос, коротко пробурчавший разрешение. Ладно. Хьюит последовал за горничной вниз, в подвальное помещение, на вид глядя прямо перед собой, но на самом деле замечая каждую мелочь вокруг. Газовый счетчик находился в большом чулане под кухонной лестницей, среди старых корзин, ящиков и мятых листов коричневой упаковочной бумаги. Горничная открыла дверь и зажгла свечу, и слабый огонек выхватил из полумрака низкий потолок, пыльные углы и стоявший на полу металлический счетчик. Но внимание Хьюита сразу привлекла не эта железная коробка, а вещь,
лежавшая в углу скомканной кучей. Это была какая-то одежда из ярко-синего сукна с крупными латунными пуговицами, и, в отличие от всего вокруг, она вовсе не была покрыта пылью. Хьюитт не подал вида, что заметил ее, наклонился к счетчику и торжественно постучал по нему карандашом 3 раза. Затем он приложил ухо к верхней части прибора, прислушался с чрезвычайно серьезным лицом, покачал головой и снова несколько раз постучал. Сомнительно, очень сомнительно. Я попрошу вас на минуту зажечь газ в кухне. Держите руку у горелки, а когда я крикну, сразу перекройте. Поняли? Да, сэр. Девушка повернулась и вошла на кухню, а Хьюитт в ту же секунду схватил синюю одежду, которая оказалась пальто. Он поднял его перед собой, быстро осмотрел ткань, покрой и отделку, увидел тускло-красный кант по швам и длинные полы, расходившиеся сзади, как хвосты. Это было ливрейное пальто, ярко-синее, с латунными пуговицами. Именно такая вещь могла принадлежать не хозяину дома, а человеку, служившему при экипаже или у входных дверей. Хьюитт подержал его всего несколько мгновений, запомнил цвет, форму и детали. Затем снова свернул пальто и бросил его обратно в угол так, как оно лежало прежде. Готово, перекрывайте. Горничная вышла из кухни как раз в тот момент, когда Хьюитт уже выбирался из чулана, снова с видом человека, исполнившего скучную, но полезную обязанность. Ну что ж, теперь вы довольны? Вполне доволен, благодарю вас. Значит, там все в порядке. Она коротко кивнула в сторону чулана, но Хьюитт покачал головой с таким важным видом, будто речь действительно шла только о неисправном счетчике. Нет, не совсем в порядке. Там есть кое-что неправильное, и я очень рад, что пришел. Можете передать мистеру Мерстону, если пожелаете, что в следующем квартале его счет за газ, вероятно, окажется заметно меньше. В голосе Хьюитта прозвучало что-то похожее на тихий смешок, когда он пересекал прихожую, направляясь к выходу. Впрочем, для газового инспектора вполне естественно радоваться, когда он, наконец, находит именно то, что искал. Дело обернулось для Хьюитта даже удачнее, чем он смел ожидать. В синем пальто он увидел ключ ко всей загадке, потому что это была форменная одежда охранников одного из банков, которые он обходил утром. Правда, в первую минуту он еще не мог точно вспомнить, какого именно банка, но сам цвет, красный кант и латунные пуговицы уже встали в его памяти рядом с утренним маршрутом Лейкера. Выйдя на улицу, Хьюитт вошел в ближайшее почтово-телеграфное отделение и отправил инспектору Пламеру телеграмму с несколькими точными распоряжениями и просьбой немедленно встретиться с ним. После этого он остановил первый свободный кэб и поспешил обратно в Сити, туда, где среди банковских фасадов и узких проходов след должен был обрести настоящую форму. На Ломбард-стрит он вышел из кэба и начал заглядывать в двери банков один за другим, пока не дошел до банка Буллер, Клейтон, Летц и компания. Именно здесь все совпало. В других банках швейцары носили ливреи то темно-красного, то кирпичного, то коричневого цвета, но здесь, за лестницами и строительными шестами, закрывавшими вход, стоял человек в синем пальто. На пальто были тускло-красные канты и латунные пуговицы, те самые детали, которые Хьюитт только что видел в доме мистера Мерстона. Он быстро поднялся по ступеням, толкнул внутреннюю качающуюся дверь и подошел достаточно близко, чтобы окончательно убедиться в сходстве. Швейцар удивленно посмотрел на незнакомца, который с таким интересом разглядывал его форму, но Хьюитт уже повернулся и снова вышел на тротуар. Затем он прошел вдоль всего фасада банка, медленно и внимательно, после чего свернул в мощеный проход сбоку и остановился там, погруженный в размышления. Со стороны двора у банка не было ни дверей, ни окон, а два соседних дома выглядели старыми, запущенными и местами подпертыми деревянными распорками. Оба дома пустовали, и на большой доске было объявлено, что через месяц будут приниматься предложения на покупку старых строительных материалов, оставшихся после разборки. Там же сообщалось, что часть участка может быть сдана в долгосрочную строительную аренду. Хьюитт поднял глаза на грязные фасады старых зданий, и на первый взгляд они казались одинаково заброшенными. Окна были покрыты толстым слоем грязи. Все, кроме нижнего окна дома, стоявшего ближе к банку. Это окно было заметно чище остальных и выглядело так, будто его совсем недавно вымыли. Дверь того же дома тоже была чище соседней, хотя краска на ней давно потускнела и местами стерлась. Хьюитт подошел ближе и ощупал крюк, вбитый в левый дверной косяк примерно на высоте человеческого роста. Крюк был новый, совсем не тронутый ржавчиной, а рядом с ним виднелась крошечная свежая щепка, выбитая при ударе, и на этом месте предательски проступала светлая свежая древесина. Осмотрев все это,
Хьюитт отступил назад и прочел внизу большой доски название конторы, распоряжавшейся домами. Виндзор и Уикс, оценщики недвижимости и аукционисты, Эпчерч Лейн. С этим новым указанием он вернулся на Ломбард-стрит. Почти в ту же минуту у почтового отделения остановились два кэба. Из первого вышел инспектор Пламмер и еще один человек, а из второго — двое других, и по ним сразу было видно, что это полицейские в штатском. Их не выдавали ни значки, ни форма, но походка, манера держаться и особенно тяжелые служебные ботинки говорили яснее всякого удостоверения. Что все это значит? Пламмер задал вопрос резко, но не сердито. Он уже понял, что Хьюитт вызвал его не ради пустой догадки. «Скоро увидите, я думаю. Но сначала скажите, вы поставили наблюдение у дома номер 197 на Хэквард-роуд?» Да, оттуда никто не уйдет один и незамеченным. «Очень хорошо. Я на несколько минут зайду в Эпчерч-Лейн, а вы оставьте своих людей здесь. Сами же пройдите во двор рядом с банком Буллер, Клейтон, Летц и компания. Держите в поле зрения первую дверь слева. Думаю, скоро мы найдем кое-что интересное. Кстати, вам удалось избавиться от мисс Шоу?» Нет, она все еще позади, и теперь вместе с ней миссис Лейкер. Они встретились на Стрэнде и поехали за нами в другом кэбе. Забавное дело, не правда ли? Они воображают, будто мы совсем зеленые и ничего не замечаем. Даже удобно выходит, пока они держатся у меня за спиной, мне не нужно отдельно приставлять к ним наблюдение. Инспектор усмехнулся и подмигнул, явно получая удовольствие от того, что две любительницы тайной слежки сами попались в полицейскую сеть. «Прекрасно. Тогда прошу вас только не спускать глаз с той двери. Я скоро вернусь». С этими словами Хьюитт повернул в Эпчерч-Лейн и направился к конторе Виндзора и Уикса. Там получить сведения оказалось несложно. Старые дома действительно должны были вскоре снести, но неделю или около того назад одну комнату под контору и подвал в одном из домов временно снял некий мистер Уэстли. Рекомендаций он не представил, но поскольку сразу заплатил арендную плату за 2 недели вперед, с него их и не потребовали. При таких обстоятельствах владельцы не видели особого риска, тем более, что речь шла о помещении, которому все равно оставалось существовать недолго. Он сказал, что открывает в Лондоне отделение крупной фирмы торговцев сидром. Ему, по его словам, требовалось простое временное помещение под контору и прохладный подвал для хранения образцов всего на несколько недель, пока постоянное помещение не будет готово. «У вас есть второй ключ от этих помещений?» Да, конечно, ключ есть, и если существует какая-нибудь особая необходимость, туда, полагаю, можно войти. Мартин Хьюитт привел такие убедительные причины, что управляющий клерк Виндзора и Уикса без долгих колебаний достал ключ и согласился сопровождать его на место. Через несколько минут они уже шли обратно к старому дому у Банковского двора, где за грязным нижним окном и новой железной скобой начиналась настоящая сердцевина следствия. Когда они подошли к двери старого дома, Хьюитт бросил короткий взгляд на Пламмера и сказал ему так спокойно, будто речь шла о самой обычной предосторожности. «Думаю, инспектор, вам лучше держать своих людей поблизости. Если мои предположения верны, за этой дверью может оказаться нечто более серьезное, чем пустая временная контора». Пламмер свистнул, и полицейские в штатском быстро перешли к ним через улицу, стараясь не привлекать лишнего внимания прохожих. Ключ вставили в замок и повернули, но дверь не открылась, что-то удерживало ее снизу, будто изнутри был опущен дополнительный засов. Хьюитт наклонился, посмотрел в щель под дверью и почти сразу понял, в чем дело. Это опускающийся засов. Вероятно, человек, который выходил последним, оставил его свободно висеть. Потом захлопнул дверь, и засов сам упал в гнездо. Придется попробовать поднять его проволокой или куском крепкой бечевки, иначе мы потеряем время на грубую силу, а она здесь может только навредить. Проволоку быстро достали, и после нескольких осторожных движений Хьюитт сумел провести ее вокруг засова. Он поднимал его понемногу, удерживая лезвием карманного ножа, пока, наконец, засов не вышел из отверстия. Тогда Хьюитт поддел его ножом. Дверь подалась вперед и медленно распахнулась. Впуская их в темный, запущенный дом, они вошли внутрь. Дверь маленькой конторы сразу за входом была открыта, но сама комната оказалась почти пустой, если не считать досточки чуть больше полуметра длиной, лежавшей в углу. Хьюитт пересек комнату, поднял доску и повернул ее нижней стороной к Пламмеру. На черном фоне свежей белой краской было выведено: Буллер, Клейтон, Летц и компания. Временный вход. Человек, снявший эту комнату, назвался Уэсли, верно? Да, именно так.
Молодой или сравнительно молодой человек, гладко выбритый, прилично одетый, с видом человека, который умеет говорить уверенно и не вызывает лишних вопросов. Да, сэр, описание вполне подходит, он именно так и выглядел. Полагаю, инспектор, в этом деле появился ваш старый знакомый, мистер Сэм Гантер. Что, хокстонский ёб? Думаю, вполне возможно, что какое-то время он был мистером Уэстли, а в другой момент стал еще кем-то, но лучше не будем терять время и спустимся в подвал. Управляющий клерк Винзора и Уикса повел их вниз по крутой лестнице в темный подземный коридор. Спички приходилось зажигать одну за другой, потому что слабый огонь выхватывал из темноты только влажные стены, ступени и несколько шагов пути впереди. Вскоре коридор повернул направо, и едва они миновали этот поворот, как из конца прохода донесся страшный крик. «Помогите! Помогите! Откройте дверь! Я сойду с ума, слышите? Сойду с ума! Боже мой, выпустите меня отсюда!» Сразу вслед за криком раздались глухие, отчаянные удары изнутри подвальной двери, стоявшей в самом конце коридора. Люди остановились, пораженные внезапностью этого голоса, в котором страх, боль и безнадежность смешались до почти нечеловеческого звучания. «Сюда! Быстрее! Дайте больше спичек!» Он бросился к дверце, и в мерцающем свете стало видно, что она заперта снаружи тяжелой перекладиной и железной скобой. «Выпустите меня, ради Бога! Выпустите, я больше не могу, я не выдержу здесь ни минуты!» «Все в порядке, мы пришли за вами, держитесь еще немного, сейчас откроем». Голос за дверью сорвался в слабое, почти детское рыдание, а Хьюитт уже пробовал один ключ за другим из своей связки. Ни один не подошел. Тогда он вынул из кармана ту самую проволоку, которой только что поднимал засов у входной двери, выпрямил ее и сделал на конце острый изгиб. «Держите спичку ближе к замку и не двигайте рукой». Один из полицейских послушно поднял свет, и Хьюитт принялся работать проволокой в скважине. Потребовалось несколько попыток, он менял изгиб, снова вводил проволоку, останавливался, прислушивался к едва заметному движению механизма и, наконец, замок поддался. Хьюитт сорвал его, отбросил перекладину и распахнул дверь. Из темноты вперед рухнула страшная фигура, и измученный пленник без чувств повалился прямо между ними, сбив последние горящие спички. Эй, держите его, кто это такой? Вынесем его наверх, на воздух. Сейчас он все равно не сможет сказать вам, кто он, но я почти уверен, что это Лейкер. Лейкер здесь? Думаю, да, только осторожнее на ступенях, не ударьте его, ему и без того досталось больше, чем достаточно. Человек действительно представлял собой жалкое зрелище. Волосы и лицо были покрыты пылью и запекшейся кровью, ногти сорваны и кровоточили, будто он часами скреб дверь, стены или каменный пол. Немедленно послали за водой и бренди, а один из людей Пламера выбежал за врачом. Но погодите, если это Лейкер, тогда что же с добычей? Пламер смотрел то на бесчувственного человека, то на Хьюитта, и впервые за все расследование в его лице было больше растерянности, чем уверенности. Добычу вам придется искать самому, инспектор. Моя часть дела, пожалуй, почти закончена. Не забывайте, я действую от имени общества гарантий, а если Лейкер окажется невиновен, их главный интерес будет уже не в поимке беглеца. Невиновен, но каким образом? Вот что, по-моему, произошло. Насколько я могу восстановить ход событий? Расстегните ему воротник, пожалуйста. Ему нужен воздух, а не расспросы. Потом он сам подтвердит или опровергнет мои выводы. Полицейские осторожно занялись Лейкером, а Хьюитт повернулся к Пламеру и начал объяснять, спокойно, ясно и без всякого торжества. Здесь была очень умная и тщательно подготовленная комбинация, инспектор, и Лейкер, насколько я понимаю, был не преступником, а жертвой. Вы хотите сказать, что ограбили его самого, но как, где, когда? Вчера утром, прежде чем он успел посетить больше 3 банков, и именно здесь рядом с банком Буллер, Клейтон, Летц и компания. Но это невозможно, мы знаем, что он прошел весь маршрут, собрал все деньги, потом была контора Палмера, билет, зонтик на станции, все сходилось. Сходилось только потому, что кто-то очень хорошо позаботился, чтобы оно сошлось. Не поднимайте ему голову, пусть лежит так, а вам, инспектор, я объясню, как, по моему мнению, была устроена эта ловушка. Сначала какому-то очень ловкому человеку пришло в голову, что разъездного банковского клерка можно ограбить не грубым нападением на улице, а куда дерще, подменив его самого. Этот человек был не одиночкой, а членом умной шайки, возможно, той самой хокстонской шайки, о которой я уже намекал.
намекнул. Вы знаете не хуже меня, что такие люди могут неделями и месяцами готовить одно дело, если оно обещает большую добычу. И знаете также, что для подобного предприятия у них всегда находятся деньги, помещения, одежда, наблюдение и люди, готовые сыграть каждую нужную роль. Есть немало внешне уважаемых господ, живущих в пригородах вполне прилично, чье главное занятие состоит в финансировании таких предприятий и получении большей части прибыли. План здесь был выполнен умно и терпеливо. Они наблюдали за Лейкером, изучали его ежедневный маршрут, привычки, одежду, походку и манеру держаться. Они выяснили, что среди клерков, с которыми он имел дело, только один был с ним хоть немного знаком, и этот человек работал в банке, обычно втором на его маршруте. Самый ловкий из шайки. А я не думаю, что в Лондоне многие могли бы сделать это лучше молодого Сэма Гантера. Изучил Лейкера, как актер изучает роль. Он подобрал одежду, накладные усы, привычную внешность и все мелочи, которые для случайного кассира значат гораздо больше, чем настоящее лицо человека. Они сняли эту контору и подвал именно потому, что помещение стоит рядом с банком, где переделывали главный вход. Лейкер, бывая там каждый день, знал о работах и потому не удивился бы временной табличке, указывающей посетителям другой вход. Здесь, в этой пустой комнате, шайка ждала его, и один из них был одет в синее пальто с латунными пуговицами, точно как швейцар в банке Буллера. Теперь вы видите, инспектор, каким образом человека можно было провести мимо настоящего банка прямо в ловушку, не вызвав у него ни малейшего подозрения. Да, теперь, кажется, понимаю, картина становится довольно ясной, и надо признать, ход был устроен не грубо, а с настоящим расчетом. Один из сообщников наблюдает у входа в проход и в ту минуту, когда Лейкер сворачивает с Корнхилл, подает условный знак остальным. Заметьте, к этому времени Лейкер уже успел побывать в единственном банке, где его знали достаточно хорошо, чтобы переодетый вор мог не выдержать проверки. И как только он входит в проход, вот эту доску с белыми буквами вешают на новый крюк в дверном косяке. Фальшивый швейцар становится рядом с доской и говорит Лейкеру что-нибудь вроде: «Сегодня вход здесь, сэр, главный вход закрыт из-за переделки». Лейкер ничего не подозревает, потому что знает о работах у входа в банк и вполне естественно думает, что фирма временно устроила проход через пустой дом. Он входит внутрь, проходит достаточно далеко по коридору, и там его хватают, доску тут же снимают, а дверь за ним закрывают. Вероятнее всего, его оглушили ударом по голове. Кровь на лице сейчас говорит об этом достаточно ясно. После этого у него забирают кожаную сумку со всеми деньгами, которые он успел получить в первых банках. Гантер забирает и зонтик, потому что на нем стоят инициалы Лейкера, а значит, такая вещь слишком заметна, чтобы оставлять ее при настоящем владельце. Затем он просто продолжает маршрут вместо Лейкера, начиная с банка Буллер, Клейтон, Летс и компания, который находится буквально за углом. Работа эта почти механическая, бумаги предъявлены правильно, суммы выдают по привычному порядку, кассиры смотрят главным образом на документы, а не на лицо клерка. Тем временем несчастный Лейкер остается запертым в этом подвале, в самом конце подземного коридора, где его крики никак не могут донестись до улицы. Рядом с ним только пустые подвалы соседнего заброшенного дома, так что даже если бы он кричал всю ночь, услышать его было почти некому. Преступники закрывают входную дверь и исчезают, а дальше все уже становится вполне понятным. Гантер заканчивает обход, собирает 15 тысяч фунтов или даже больше, после чего тратит несколько фунтов на туристический билет у Палмера. Этот билет нужен ему не для побега, а как ложный след, и потому он намеренно называет имя Лейкера, чтобы полиция сразу устремилась к французскому маршруту. Потом он оставляет зонтик на Чаринг-Кросс, да еще на видном месте, прямо напротив бюро потерянных вещей, где его почти наверняка быстро заметят. Так ложная дорога оказывается завершена, билет указывает на Францию, зонтик подтверждает станцию, а настоящий Лейкер в это время лежит запертый под землей. Тогда кто такие люди в доме номер 197 на Хэкворт-Роуд? Там живет человек, который дал деньги на все предприятие, финансист шайки и, вероятно, главный ум, направлявший эту комбинацию. В том доме он известен под именем Мерстон, и я нисколько не удивлюсь, если по воскресеньям он производит весьма почтенное впечатление в часовне. Его стоит взять, инспектор, потому что, ручаюсь, это не первое дело, в котором он замешан, просто прежде его имя не поднималось на поверхность. Но мать Лейкера и мисс Шоу, как вы объясняете их поведение, ведь они следили за нами едва ли не с самого начала.
А что здесь объяснять? Бедные женщины почти обезумели от ужаса, стыда и любви. Вот и все. Возможно, они сами поверили, что Лейкер виновен, но даже если так, они все равно не могли бросить его на произвол судьбы. Они ходили за нами с какой-то слабой, смутной надеждой, что сумеют помешать нам, если мы схватим его, или помогут ему в последнюю минуту. Бедные создания, разве вы когда-нибудь слышали, чтобы любящая мать или невеста покинула сына или любимого только потому, что весь мир назвал его преступником? В этот момент появился врач, и Хьюитт сразу уступил ему место возле Лейкера, потому что рассуждения могли подождать, а человеку требовалась помощь. Когда доктор приведет его в чувство и осмотрит раны, позвольте вашим людям отвезти Лейкера домой, а мне нужно поспешить и доложить обществу гарантий. Но постойте, мистер Хьюитт, где же вы нашли настоящую зацепку? Вы должны были получить подсказку от кого-то, нельзя же прийти ко всему этому ясновидением, что именно навело вас на след. Daily Chronicle. Что? Daily Chronicle. Взгляните на отдел личных объявлений во вчерашнем утреннем выпуске и прочитайте сообщение к Йобу, то есть по существу, Гантеру. Этого будет достаточно, чтобы понять, откуда началась дорога к Хэквард-Роуд, к синему пальто, к этой двери и, наконец, к подвалу. К этому времени на Ломбард-стрит уже ожидал Кэп и двое людей Пламера. Следуя указаниям врача, осторожно вынесли Лейкера из старого домика. Но едва они появились во дворе, две женщины, все это время наблюдавшие издали, с отчаянным криком бросились к нему. Их было трудно убедить, что Лейкера везут не в тюрьму, а домой, потому что горе и страх уже лишили их способности понимать слова. Мой мальчик, не забирайте его, умоляю вас, не забирайте. Они убили моего мальчика, посмотрите на его голову, Боже, его бедная голова». Она боролась с полицейскими так отчаянно, будто те действительно отнимали у нее сына навсегда, и Хьюитту пришлось самому подойти к ней. «Миссис Лейкер, послушайте меня. Вашего сына не арестовывают, его везут домой, и если вы будете спокойны, вы поедете вместе с ним в этом же кебе. Он жив, ему нужна тишина и помощь врача, а не борьба здесь на улице, поэтому ради него самого держитесь». Молодая женщина не кричала и почти не двигалась, но она держала одну из безвольных рук Лейкера обеими руками, словно боялась, что если отпустит, он исчезнет снова. В этот вечер мы с Хьюиттом все же обедали вместе, и за столом он подробно рассказал мне обо всем, что произошло после его ухода из конторы. Именно по его рассказу я и изложил эти события здесь, хотя должен признаться, что даже после объяснений не сразу понял весь ход его рассуждений. Мне было ясно, что он нашел Лейкера, раскрыл подмену и понял роль Гантера, но каким путем он пришел к этому от маленького клочка бумаги, я все еще не видел. Да и странное объявление из отдела личных сообщений оставалось для меня почти такой же загадкой, как в тот момент, когда я впервые прочитал его вслух. Я прямо сказал Хьюитту, что не понимаю ни самого шифра, ни того, как он мог вывести его к дому Мерстона и старому зданию возле банка. В самом начале меня насторожило то обстоятельство, что Лейкер, как говорили, назвал в конторе Палмера свое настоящее имя, когда покупал билет. Самое первое, что приходит в голову даже самому неопытному преступнику, это сменить имя, поэтому признаться своим настоящим именем было уже само по себе маловероятно. Разумеется, он мог ошибиться, как предположил Пламер, говоря, что преступники почти всегда где-нибудь допускают промах, и в общем это верно. Но из всех возможных ошибок это казалось мне наименее естественной, особенно потому, что его даже не спросили имени, а он сам выпалил его, когда в этом не было настоящей необходимости. И рядом с этой странностью стояла другая, не менее любопытная, если считать, что вором был сам Лейкер. Зачем ему было так открыто показывать свою кожаную сумку, вещь заметную и легко узнаваемую, чтобы служащий Палмера непременно ее запомнил? Почему он не избавился от нее прежде, чем появляться на людях и покупать билет, если действительно хотел скрыться с деньгами? Тогда у меня возник первый вопрос. А что, если перед нами не Лейкер, а человек, изображающий Лейкера? Во всяком случае, я решил не позволять рассказам о ставках заранее окрашивать мои выводы, потому что человек может играть на скачках и при этом не быть вором. Хьюитт говорил спокойно, но в его голосе слышалась та особая твердость, с какой он всегда отделял факт от подозрения.
Но допустим другое. Допустим, что это все-таки был Лейкер. Тогда его поведение тоже можно было объяснить. Он мог нарочно назвать свое имя, показать сумку, купить билет во Францию и тем самым потянуть погоню за собой в одном направлении. А сам затем ушел бы совсем другим путем, уже под чужим именем, возможно, переодетый и достаточно далеко от линии, которую стала бы проверять полиция. Иначе говоря, обе версии на первой минуте выглядели возможными. Либо Лейкер заметает следы, либо кто-то прокладывает ложный след от его имени. Но в обоих случаях след, если он был намеренно проложен, должен был продолжиться дальше, и следующей естественной точкой становился Чаринг-Кросс. От Пламера я уже знал, что на станции самого Лейкера никто уверенно не опознал. Значит, если след существовал, он мог быть оставлен не человеком, а вещью. Какой-нибудь предмет с именем или инициалами Лейкера, достаточно заметный, чтобы его нашли, и достаточно убедительный, чтобы подтвердить французское направление. Тогда я сразу вспомнил о зонтике с монограммой и, действуя скорее на удачу, спросил о нем в бюро потерянных вещей. Догадка оказалась счастливой. Зонтик действительно был там. Он сделал небольшую паузу, словно снова увидел перед собой тот шелковый зонтик, аккуратно свернутый чужими руками и ожидавший своего времени среди забытых вещей. Как ты помнишь, внутри зонтика я нашел клочок бумаги. По моему мнению, он выпал из руки человека, который принес зонтик на Чаринг-Кросс и оставил его там. Этот человек разорвал бумагу пополам, чтобы выбросить ее, и одна половина случайно упала в свободно болтавшийся, несвернутый зонтик. Такое часто случается. Например, с амнибусным билетом. Ты, вероятно, сам не раз замечал, как бумажка проваливается в складки зонта или плаща. Кроме того, было установлено, что зонтик нашли не свернутым, а свернули уже после находки. Значит, бумажка попала внутрь именно до того, как носильщик привел его в порядок. Таким образом, у меня оказался обрывок бумаги, который почти наверняка принадлежал человеку, оставившему зонтик на станции. Я кивнул, потому что теперь эта часть рассуждения стала для меня понятной, хотя само объявление все еще казалось бессмысленным набором слов. Мы нашли полное объявление, и я стал его разбирать. Слово «ёб» — это обратный воровской жаргон от слова «бой», «мальчик», и его часто употребляют как прозвище молодого гладко выбритого вора. Гантер, которого я подозревал, как раз известен под кличкой Хакстонский ёб, и потому было весьма вероятно, что сообщение обращено именно к нему. Дальше шло HR, лавка под наблюдением, потому что в воровском языке выражение «держать на жару» означает наблюдать за местом или человеком. А лавкой они называют любое место, где собираются свои, особенно притон или привычное убежище. Значит, эта часть сообщения предупреждала, что какое-то место, вероятно, притон в Хокстон-Роу, находится под полицейским наблюдением. Фраза «ты первый», потом сегодня ночью становилась яснее только после того, как понимался весь остальной текст. Я немного подумал над оставшейся частью и решил, что передо мной должно быть указание на другой дом, куда следует идти вместо прежнего места встречи. В пользу этого говорили номер 197 и слова «красные шторы», которые вполне могли служить отличительным признаком дома. И тогда общий план разгадки стал довольно простым. Ты, вероятно, замечал, что карта Лондона, приложенная к почтовому справочнику, разделена для удобства поиска на пронумерованные квадраты. Да, конечно, сверху идут буквенные деления, сбоку числовые, и если в справочнике указано, например, D5, нужно найти столбец D и спуститься до пятой горизонтали. Вместе их пересечения и будет нужный участок карты. Именно так. Я взял почтовый справочник и нашел квадрат с буквой А и цифрой 2. Он находился в северной части Лондона и захватывал районы кладбища Эбни-Парк и Клисселд-Парка. Следующая часть объявления была вторая сверху, и я отсчитал вторую улицу, пересекающую верхнюю линию квадрата, как обычно считая слева направо. Это оказалось Лордшип-Роуд. Затем шло третье левое, и от той точки, где Лордшип-Роуд входила в верхнюю границу квадрата, я повел палец вниз по дороге. Третьим поворотом налево оказалось Хэкворт-Роуд. Значит, если ваши догадки о сокращениях были верны, объявление уже давало улицу. Совершенно верно. Оставалось проверить номер 197 и понять, что означает последняя часть. Настоящее имя, по всей вероятности, означало воровское выражение «стрейт-маникер», то есть настоящее имя человека, а не временную кличку или вымышленную фамилию. Я открыл справочник на Хэкворт-Роуд и увидел, что в доме номер 197 проживает некий мистер Мерстон. Из всего сообщения я заключил следующее. Встреча должна была состояться в прежней лавке, но в последний момент оказалось,
что это место по какой-то причине находится под наблюдением полиции. Поэтому назначили другую встречу в пригородном доме, причем человек, к которому обращались в объявлении, должен был прийти первым. Остальные должны были явиться вечером, спросить хозяина по его настоящему имени, то есть мистера Мерстона, и приходить не толпой, а по одному. Теперь странные слова объявления впервые перестали быть бессмыслицей и превратились в точную, хоть и уродливо зашифрованную инструкцию. Передо мной уже была не газетная нелепость из отдела личных сообщений, а короткая записка преступной шайки, напечатанная на просторах у всего Лондона. И именно этот клочок, случайно провалившийся в складки зонтика, указал Хьюиту дорогу к Мерстону, синей ливрее, старому дому и запертому подвалу. Теперь оставалось понять, что именно стоит за этим сообщением и какая версия способна связать все его части между собой. Допустим, это было ограбление, которым руководили издалека, а человек, давший объявление, был не исполнителем на улице, а тем, кто направлял всю операцию. Допустим также, что накануне грабежа преступники узнали, что место, где они собирались делить добычу, оказалось под наблюдением полиции. Тогда главарь, по заранее условленному плану на случай опасности, печатает объявление именно в таких выражениях, чтобы свои поняли, а посторонние ничего не заметили. Главный исполнитель самого ограбления, тот самый Йоб, к которому было обращено сообщение, должен был прийти первым и принести добычу. Остальным следовало явиться позже, вечером, и не всем вместе, а по одному, чтобы не привлечь внимание к дому и не выдать нового места встречи. Во всяком случае, эта догадка была достаточно хороша, чтобы пройти по ней еще немного дальше, и я решил проверить дом номер 197 на Хэкворт-роуд. Я уже рассказал тебе, что нашел там, и как именно этот визит открыл мне глаза на все дело. Разумеется, я шел туда почти на удачу, только чтобы посмотреть, не покажется ли мне что-нибудь любопытным. Но удача оказалась на моей стороне, и я наткнулся на то самое синее пальто, свернутое и брошенное в ближайший чулан. Его, без сомнения, принес обратно вечером после ограбления тот вор, который надевал его, изображая банковского швейцара у временного входа. Он просто бросил пальто куда попало, потому что для него это была уже отработанная улика, но именно в этой небрежности и заключалась ошибка всей шайки. Я некоторое время молчал, представляя себе цепь случайностей, из которых Хьюит собрал твердое доказательство. Клочок бумаги, зонтик, объявление, красные шторы, газовый счетчик, синее пальто, крюк в дверном косяке. Каждая мелочь сама по себе казалась почти ничем. Но в руках Хьюита эти мелочи соединились в дорогу, которая вывела его не к беглецу, а к живому человеку, запертому под землей. Что ж, поздравляю вас, Хьюит, и надеюсь, что теперь этих негодяев все-таки схватят. Думаю, теперь схватят, раз полиция знает, где именно искать. Мерстон, во всяком случае, едва ли уйдет, а если возьмут его, то добраться до остальных будет уже значительно проще. В этом деле было очень мало прочных нитей, но я держался за ту, которая попалась мне в руки, какой бы тонкой и ненадежной она ни казалась. И в конце концов она вывела меня туда, куда нужно. Остальная часть дела, конечно, теперь принадлежит Пламеру. Особенность моего поручения состояла в том, что я мог выполнить его двумя способами, либо поймав человека с похищенными деньгами, либо доказав, что он невиновен. Я сделал второе, и на этом моя работа закончилась, но я оставил дело в таком положении, что Пламер сможет завершить его вполне достойно. Так оно и случилось. Пламер довел дело до конца, и вскоре были задержаны Сэм Гантер, Мерстон и еще один сообщник. Первый и последний из них уже были хорошо известны полиции, а сам Лейкер, придя в себя, сумел их опознать. Мерстон, как и предполагал Хьюит, оставил за собой львиную долю добычи, что вполне соответствовало роли почтенного господина, который финансировал преступление и собирался снять с него главный барыш. В общей сложности у него и у двух других задержанных удалось вернуть почти 11 тысяч фунтов для господ Лидл. Когда Мерстона взяли, он как раз собирал вещи, намереваясь отправиться на отдых за границу и там спокойно обменять банкноты. Деньги нашли в его дорожной сумке, аккуратно разложенной отдельными пачками по 1000 фунтов, словно этот почтенный господин собирался везти за границу не добычу шайки, а собственные законные сбережения. И, как предсказал Хьюит, в следующем квартале счет Мерстона за газ действительно оказался значительно меньше. Правда, причина была не в отремонтированном
активированном счетчике, а в том, что еще до середины квартала мистер Мерстон начал отбывать срок в тюрьме. Что касается Лейкера, его, разумеется, восстановили на службе, причем с повышением жалования, как некоторым возмещением за разбитую голову и пережитый ужас. 26 часов он провел в подвале без пищи, без помощи и без надежды, что его крики дойдут до живого человека. Несколько раз он терял сознание, потом снова приходил в себя и в безумии бросался на дверь, крича, колотя по ней руками и раздирая пальцы. Он царапал дерево и железо до тех пор, пока не падал назад, измученный, с сорванными ногтями и окровавленными руками. За несколько часов до появления спасителей он сидел уже почти в оцепенении, когда вдруг услышал снаружи разговоры и шаги. Именно этот звук, неясный, далекий, но настоящий, вырвал его из полубредового состояния и заставил снова броситься к двери. После спасения Лейкер провел неделю в постели, а затем ему потребовался еще целый месяц отдыха, прежде чем он смог вернуться к своим обязанностям. Мистер Нил, как мне рассказывали, потом тихо и обстоятельно прочел ему наставление насчет ставок, без лишней жестокости, но с достаточной строгостью. Полагаю, это наставление и подействовало, потому что Лейкер, насколько мне известно, оставил эту опасную привычку. Теперь, как мне говорили, он служит уже за стойкой банка, и для молодого человека, которого еще недавно считали беглецом и вором, это было не просто продвижением, а настоящее возвращение к жизни. Так закончилось дело исчезнувшего Лейкера. Дело, где мнимый беглец оказался пленником. Главная улика пряталась в складках зонтика, а дерзкий преступный замысел рухнул из-за клочка газетной бумаги, застрявшего там, где преступник меньше всего ожидал.